Продолжим тему фингерпикинга. В этот раз хочу рассказать про ритмы. У нас в мире фингерпикинга есть несколько вариантов. Я расскажу самые распространенные, которые использую я и которые наиболее узнаваемые и наиболее простые. Первый, самый простой, когда у нас есть какие-то блюзовые фразы. Например, начнем с тональности ми минор и возьмем, давайте возьмем ми мажор 7. На нее как минорный, так и мажорный пентатоника ложится. Соответственно, берем ми минорную пентатонику и 12-тактовый блюз. В 12-тактовом блюзе у нас есть аккорды ми мажор, ля мажор и си мажор, соответственно, первая, четвертая, пятая ступени. Сами аккорды нам играть не обязательно. Мы должны играть те фразы, которые мы знаем. В какие-то ключевые моменты, которые, когда мы, например, приходим, заканчиваем фразу и приходим, например, в тонику, или какие-то моменты, чтобы показать, что мы, например, находимся в аккорде ми мажор, мы можем играть, соответственно, просто шестую струну. Шестая струна у нас это как раз нота ми, соответственно, мы будем ей подчеркивать наш аккорд ми. Дальше не менее сложно. Когда мы переходим на четвертую ступень субдоминанту, это аккорд ля, мы можем играть конкретно пятую струну. Да, выглядит это очень просто, так оно и есть. По сути, то есть у нас фраза заканчивается, например, приходит как раз в четвертую ступень, и мы как раз можем ее подчеркнуть пятой струной, играя вместе, например, с четвертой ступенью. И потом снова возвращаемся в ми мажор в первую ступень. Классический 12-тактовый блюз. С пятым аккордом, который си, есть два варианта. Например, можем играть просто отдельный аккорд. И также закончить фразу, например, закончить квадрат, вернувшись в тонику, соответственно. Есть еще один вариант. Вместо аккорда си можем использовать ноту соль. Она не совсем в 12-тактовом блюзе, но именно вариант какого-то напряжения и разрешения в тонику она также может использоваться. То есть мы большим пальцем, например, можем зажать на третьем, например, ладу шестой струны и прийти в тонику. То есть, по сути, эффект тот же самый. Это самый простой вариант, он скорее, то есть у вас есть какие-то фразы, это могут быть также мажорные. И можем их комбинировать с минорной и мажорной тональностью. За счет того, что в чем прелесть, что мы не показываем слушателю, какой у нас аккорд. То есть третья ступень у нас не играется здесь. И мы не говорим, что это минорный аккорд или мажорный. Он у нас никакой, по сути. Потому что аккорд мы не играем. Мы играем в качестве бас-гитариста еще. Второй вариант, это самый такой классический, когда мы берем аккорд. Возьмем, например, следующую гармонию. Это будет у нас ля минор, до мажор и соль мажор. Классическая гармония для фолк-музыки. Нам сейчас без разницы. Это может быть как блюз, так и фолк. Нам сейчас не важно. Я показываю на примере. Во втором случае у нас бас немного усложняется. С тем моментом, что мы в любом случае должны подчеркивать тонику. Тоника – наша самая нижняя нота, которая формирует весь аккорд. На примере аккорда ля минор у нас самая нижняя нота – это нота ля, слово ля минор, она на пятой струне находится. Соответственно, ее мы в любом случае должны играть.
То есть мы зажимаем аккорд ля минор, и у нас происходит обыгровка этого аккорда. Вот. Но если мы будем постоянно, например, играть с некой пульсацией только пятую струну, это немного скучновато будет. Это работает, но очень аккуратно, и мы этот вариант припасем до следующего момента, до следующего варианта. Это третий будет вариант, третий ритм. Сейчас остановимся на аккордовой прогрессии. Здесь предлагаю немного усложнить и добавить, например, две струны, когда мы используем, например, пятую и четвертую. Да, здесь у нас как раз используется нота ля, и четвертая струна это у нас нота ми. Нота ми, она входит в аккорд ля, поэтому здесь никаких проблем я не вижу. Мы можем большим пальцем, соответственно, перебирать пятую и четвертую струну. И, соответственно, у нас есть указательные, средние и безымянные пальцы, которыми мы можем играть мелодию. На аккорде до мажор та же самая ситуация. Мы также можем играть пятую и четвертую струны, потому что пятая струна это у нас нота до, она у нас подчеркивает тонику аккорда до мажор. И четвертая струна... А что у нас за четвертая струна? Четвертая струна у нас это ре, это нота ми. Все правильно, да. Нота ми у нас также входит в аккорд до, поэтому здесь тоже проблем никаких нет. С аккордом соль, который у нас также идет в гармонии, третий аккорд, мы немножко изменим и будем играть шестую и четвертую струну. Шестая струна это у нас нота соль, она у нас также тоника. Мы помним, что мы тонику всегда играем, это основная нота. И четвертая струна это у нас нота ре, она у нас также входит в аккорд соль мажор. То есть мы заметили, что мы играем только те ноты, которые у нас входят в классический аккорд именно как трезвучие. То есть первая, третья и пятая ступени. Ну и погнали. Соответственно, у нас следующий рисунок для ля минора и до мажора 4 и 5, для соль мажора 6 и 4. Я уже немножко увлекся и скакнул дальше. Это самый простой вариант, ну, он действенный. То есть Мэрил Трэвис, например. Он использует две струны зачастую и больше никуда не идет. Любой блюз, например. Или там, не знаю, более быстрый. Если как бы там всегда используются только две струны, и вы чувствуете себя максимально комфортно и спокойно, и вальяжно, я даже сказал. Но мы можем чуть-чуть усложнить и добавить, например, к ля минору еще одну струну и использовать пятую, четвертую, шестую, четвертую. Классический такой шагающий бас. Очень часто этот бас применяется, например, в январь, например. Не знаю, там джеммен. Вообще, на самом деле, бесчисленное количество композиций, в которых применяется вот именно этот ритм. Вот. Это лишь маленький пример на нескольких аккордах. Все аккорды охватить невозможно. Везде случаи уникальные. Например, не знаю, там на закрытых аккордах.
нас также происходит шагающий бас. На ре миноре у нас, например, на аккорде DM у нас может использоваться пятый, четвертый, то есть мы можем начинать не с тоники ре, а, например, с ноты ля, и каждый случай уникален. Идем дальше. У нас есть еще третий вариант, очень интересный. Почему? Проблема второго варианта, что мы ограничены конкретным боксом, то есть мы вот добавочные нотки можем играть только вот в ограниченном месте, потому что у нас не слишком большие пальцы, не слишком длинные, поэтому мы играем там, где есть. Вот. Мы, конечно, можем по системе Cage, например, взять ми мажор в другом варианте, где-нибудь повыше, и использовать там, обыгрывать пентатонику, например, следующего бокса. Но это скорее вариант компромисс, и он все равно мне не очень подходит. Нам на помощь приходит следующий вариант. Например, можем цеплять конкретно только одну струну. Возьмем, опять-таки, классический ми мажор и зададим какую-нибудь пульсацию. Например, это может быть метроном и какой-нибудь какая-нибудь BPM. Можно помедленнее. Вот. Все, это наш ритм уже задан, мы от него уже можем стартовать. И к нему, соответственно, как и в первый вариант, первый раз мы добавляли конкретные фразочки, здесь то же самое, только у нас все время происходит движение в басу, и оно не остается. То есть представляете, что у вас бьется сердце, и оно как бы не может остановиться, иначе вы умрете. Вот. Здесь такая же ситуация, что вам ни в коем случае нельзя прерывать большой палец. То есть, для упражнения можете сбавить немного темпа. И все ваши фразы, которые вы знаете, там вопрос-ответ. Или, например, прикольный риф, который я сыграл в начале от Джастина Джонсона. Здесь такая же ситуация происходит, то есть мы обыгрываем первое время аккорд ми с постоянным басом на шестой струне. И дальше переходим на аккорд ля. И возвращаемся в аккорд ми. Здесь, все время играть только на аккордах это скучно. Поэтому первый раз можете немножко обыграть аккорд, а дальше, соответственно, опускаться в свободное плавание. Здесь прикол в том, как я и сказал в начале, что мы не показываем, что у нас минорный или мажорный аккорд. Соответственно, мы можем как комбинировать эти две пентатоники. Или, например, классный прием, когда мы можем играть пентатонику, например, на аккорде ми, а на субдоминанте, на аккорде ля, мы можем играть параллельную, точнее не параллельную, а мажорную пентатонику. Вот. Это, соответственно, следующий вариант. Все ваши соло, какие-то фразы, которые вы знаете, пытайтесь играть теперь с вашим ритмом, который вы сами себе задаете. Это может быть разная пульсация. Я просто в качестве примера взял постоянный ритм. Вот. Это может быть пульсирующий. Например, у нас есть шаффл. Вот. И здесь, соответственно, также мы берем это движение поезда и
Но еще помечу еще вариант, вариант со звездочкой, когда мы можем, не в смысле он сложнее, а просто дополнительней, когда мы можем использовать, например, две ноты. То же самое, то есть, что и в первом варианте, когда мы привязываемся к аккордам, здесь мы также можем только не привязываться к аккордам, а, например, у нас есть аккорд ре минор, и здесь мы можем постоянно играть пятую, четвертую струну. Если мы отпустим, ничего не изменится, мы аккордом это никак не зажимаем. И все, и дальше мы можем как висеть и обыгрывать аккорд ре минор. Так, соответственно, можем продолжить и обыгрывать пентатонику, например, или гамму, лучше гамму. Соответственно, еще один вариант, когда мы используем также две струны, но здесь надо быть внимательным. Вот. Всегда есть разные пути. Например, мы можем понижать какие-то струны, например, до дроп D, или, например, пятую струну опускать до ноты соль, если мы, например, на аккорде ми пытаемся обыграть шестую и четвертую струну. То есть везде подходы уникальные, и везде надо смотреть и пробовать. Вот. Но я показываю самые такие распространенные варианты, которые чаще всего в ходу. Идем дальше. Следующий вариант, заключающийся пока что... заключающийся. Последний вариант, который мне удалось узнать из зарубежного ютуба, это вариант, когда мы используем слэп. Вот. Здесь все крайне просто, то есть у нас идет бас на шестой, пятый, шестая слэп, пятая слэп, шестая слэп, пятая слэп. Это может быть как переменный бас, так, соответственно, и одинокий, только по шестой струне. Ага. Вот. И, соответственно, то же самое, то есть все те же фразы, которые у нас были применены к прошлому ритму, они также классно ложатся и здесь. Но этот прием лучше всего работает и раскрывается, когда мы играем переменный бас. Например, можем взять тональность ля минор и немножко замедлим ритм. Вот. Очень, он немножко может со временем надоесть, если долго его играть, тут надо аккуратно, но он очень грувовый, и к нему его просто очень весело играть. И еще важный момент, как это можно, например, разнообразить. Вы можете, например, какое-то время перестать играть бас и, например, взять только конкретные нотки. Это на сегодняшний момент все ритмы, которые мне удалось собрать. У меня уже заканчивается память на карте памяти. Вот, поэтому, я все сказал. Этого вот так вот хватит. Например, музыкант Док Уатсон, Джастин Джонсон и прочие ребята, которые в этом жанре, зачастую используют вот эти варианты инструментов, ритмов, и, соответственно, по-разному их интерпретируют. Здесь важный момент скорее даже не в ритме, а ритм, если вы его освоите, все, в дальнейшем уже идет путь
на какую-то интересную обыгровку, какие-то добавочные нотки, какие-то фразы именно работа с ритмом, со слабой, сильной долей. И здесь момент уже нюансов. Но база должна быть. И вот база как бы именно вот в ритме, в груве, она заключается вот в этих, казалось бы, это не сильно сложные ритмы, но к ним нужен подход. На этом все.